Несколько десятков миллионов лет назад человечество было полностью уничтожено, а склоны горы Эверест буквально усеяны трупами людей, которые никогда не будут захоронены. В этом видео я расскажу тебе самые страшные и шокирующие исторические факты. Мы поговорим о тех происшествиях, которые буквально перевернули мир. А в конце видео вы узнаете, наверное, о самом ужасном военном преступлении за все время существования человечества. Приятного просмотра! А начать свой рассказ я бы хотел с одной очень грустной истории. Сразу после Второй мировой войны в отношениях между СССР и США начался сложный период, который во всем мире прозвали «Холодной войной». В те времена между сверхдержавами шла настоящая гонка буквально во всех сферах жизни общества. И одно из главных соревнований, о которых я бы хотел вам рассказать, происходило в космосе. Всем известен факт, что СССР впервые отправили в космос человека, запустили первый искусственный спутник Земли, а также создали один из самых лучших и по сей день ракет-носителей в мире. Америке тоже нужно было чем-то отвечать, и они в свою очередь первые покорили Луну и создали уникальные космические корабли для многоразового использования, которые назывались Space Shuttle. И об одном из таких кораблей ты узнаешь прямо сейчас. Вообще у Америки было несколько шаттлов, но речь сегодня пойдет только об одном из них. Он назывался Челленджер. На этом корабле экипаж 9 раз совершал удачные полеты, однако 10-й вылет был последним. На 73-й секунде полета в воздухе на огромной высоте произошел взрыв топливного бака. В результате этого ракета-носитель и Челленджер были полностью разрушены. В результате аварии весь экипаж из 7 человек погиб. Все они были опытными космонавтами и учеными. Но лично меня поражает больше всего тот факт, что некоторые члены экипажа пережили взрыв. Кабина шаттла оказалась очень даже прочной, благодаря чему она осталась целой. Как минимум 3 члена экипажа оказались в сознании после катастрофы. На это указывает то, что они включили персональные приборы подачи воздуха. Скорее всего, все эти люди были в сознании до самого падения. И спустя почти 3 минуты кабина упала в океан на скорости 333 км в час прямиком с высоты в 20 километров. И как вы могли догадаться, при таком мощном ударе невозможно было выжить. Нагрузки, которые испытал экипаж, в десятки раз превышали все пределы для человека. Кстати, специально для вас я нашел просто душераздирающую информацию. Не всегда организуются мероприятия по спасению людей. Да, когда случаются катастрофы наподобие крушения Челленджера, такие комиссии создаются буквально за считанные часы. Да и всех жертв происшествия всегда стараются найти. Но есть такие места, где даже зная точное местонахождение пострадавшего или даже погибшего, его никто и никогда не станет пытаться достать. Как вы думаете, что это? И, конечно, такие места располагаются в горах. Есть много отчаянных людей, которые обожают ставить перед собой различные сложности, и многие из них увлекаются альпинизмом. Ну и, конечно же, самые безбашенные из таких людей хотят покорить самую высокую гору в мире – Эверест. Правда, не все из них знают, насколько это трудно сделать. Концентрация кислорода на высоте свыше 6 километров настолько низкая, что каждый шаг для альпиниста дается очень тяжело. А если человек испытывает такие перегрузки в течение пары секунд, то он и вовсе может погибнуть. Ведь кровь внутри тела будет буквально закипать, так как кислород в ней будет пытаться выйти наружу. Естественно, в таких условиях каждый остается сам за себя. Многие альпинисты получают травмы в результате подъема. Некоторые могут и вовсе заболеть из-за очень низких температур. Да и холодильник продуктов и тяжеленные генераторы с собой на вершину не возьмешь. Так что очень многие не справляются с подъемом, а некоторые и вовсе погибают. Естественно, тащить за собой человека, когда тебе даже шаг сделать тяжело, идея не из самых лучших. Особенно если это труп, который даже не поможет тебе. Поэтому склоны Эвереста буквально засеяны мертвецами. Гора стала своего рода кладбищем. По меньшей мере, 200 человек так и не вернулось из похода и так и остались лежать где-то в горах. И этот факт
лично меня очень сильно пугает. Вообще горы – это очень опасное место. Любая туристическая группа рискует попасть в страшные ситуации. Нередко на них нападают дикие животные, медведи или волки. Или наступает очень плохая погода, когда даже огонь, чтобы согреться, развести невозможно. Все эти причины, по которым исчезают такие группы, понятны и мало интересны. Но что, если я скажу тебе, что есть одно ужаснейшее место, где погибло 9 человек по самым непонятным обстоятельствам? Лично я серьезно напрягся, когда узнал эту тяжелую для восприятия историю. В 1959 году туристическая группа студентов из СССР во главе с опытным путешественником Игорем Дятловым отправилась покорять окрестности горы Халачхаль. В конце января ребята начали свой поход, а к 12 февраля они должны были добраться к пункту назначения. К слову, группа была хорошо подготовлена. У них было буквально все, чтобы успешно закончить свой поход. Но, как и всегда бывает в таких историях, что-то пошло не так. И студенты не вышли на связь в оговоренные даты. Это, в свою очередь, серьезно насторожило всех, кто был связан с походом. Но поиски пропавших студентов начались лишь в конце февраля. Тогда было сформировано несколько групп, которые искали туристов на самом опасном участке маршрута. И спустя несколько дней они обнаружили палаточный лагерь на склоне. Правда, в нем никого не было. Вокруг были разбросаны вещи, а любые следы уже давно замело снегом. Поиски студентов продолжались. Найти их было достаточно просто. Трупы туристов были разбросаны совсем недалеко. И то, как они выглядело, потрясло всех. Кто-то из ребят был раздет до нижнего белья. Кто-то был одет в теплую одежду, но все равно замерз до смерти. Но больше всего настораживала кровь и раны студентов. Изначально Следственный комитет подумал, что на туристов напали местные аборигены. Однако это мнение оказалось ошибочное. Были предположения, что на них напали дикие животные, но и эта информация была опровергнута. Тогда дело было принято завершить, а в причинах гибели написали, что туристы не справились с погодными условиями и погибли. Естественно, такой исход не устраивал родных, да и многие средства массовой информации бурлили теориями заговора. Например, те самые аборигены, которые попали под подозрение, уверяли, что они видели огненный шар в небе. Тогда появилась теория о пришельцах, которые и убили студентов. Кто-то утверждал, что были слышны выстрелы. Были теории, что туристы погибли от высокотоксичного ракетного топлива. Эта идея также объясняла то, что аборигены видели огненный шар. Достоверная информация о том, что произошло со студентами, до сих пор неизвестна. А возможно, государство и вовсе что-то скрывает от нас с вами. А ты лично как думаешь, в чем причина гибели группы Дятлова? Но лично меня больше всего поражает факт того, что один участник все-таки смог выжить. Он заболел перед тем, как группа планировала покорять перевал. И именно благодаря этому он единственный из всех студентов остался в живых. Вообще в СССР было достаточно много громких происшествий. Например, в 1986 году произошла всемирно печально известная катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. И сейчас я кратко расскажу тебе, как и почему это произошло и к каким ужасным привело последствиям. Одной прекрасной ночью на станции должны были проводить испытания на 4-м энергоблоке. Естественно, это подразумевало серьезную подготовку. Правда, почти никто не соблюдал технический регламент, из-за чего были допущены фатальные ошибки. Все защитные системы были просто отключены. Реактором управляли вручную, а о его недостатках и вовсе никто не знал. Из-за всех этих факторов произошла, пожалуй, самая известная во всем мире катастрофа, связанная с мирным атомом. К чему все это привело? Ну, во-первых, самый процветающий в стране город, который носил гордое название Припять, стал местом отчуждения. Буквально все жители были вынуждены покинуть свои дома, а от высокого уровня радиации целая полоса леса окрасилась в рыжий цвет. Произошло это, потому что ветер дул именно в эту сторону, перенося радиоактивные частицы. Так на этом месте появился знаменитый рыжий лес, одна из самых опасных зон в Чернобыле. Во всем районе земля была усеяна трупами птиц. Они одни из первых подверглись страшнейшему облучению радиации.
Дикие животные, которые жили в лесах, тоже пострадали от радиации. У многих новорожденных были очень страшные мутации. Кстати, такая проблема прослеживалась даже у людей. В интернете можно найти множество страшных фотографий двухголовых телят, 8- и 6-ногих оленей. Лично меня этот факт очень сильно пугает. Но самое страшное то, что из-за аварии на Чернобыле во всем мире увеличивалось количество раковых заболеваний, слабоумия и любых других отклонений. И я говорю сейчас не о потомках людей, участвовавших в ликвидации катастрофы. Даже те люди, которые находились в тысячах и десятках тысяч километров от АЭС, подвергались излишнему облучению. Ведь радиоактивное облако затронуло почти всю Европу в той или иной мере. Вообще, такие катастрофы, которые убивали сотни тысяч и миллионы людей, происходили и в самые далекие времена. Например, где-то 70 тысяч лет до нашей эры произошло извержение вулкана, в результате которого человечество было почти полностью стерто с лица Земли. И прозвали это происшествие катастрофой Тоба. О нем-то я и хотел тебе рассказать. Но что именно произошло в те далекие года? На территории современной Индонезии произошло извержение супервулкана, который носил имя Тоба. Оно было настолько ужасным, что все живые организмы, которые находились достаточно близко к вулкану, чуть ли не моментально погибли. Взрыв был настолько мощным, что по современным меркам его можно сравнить с использованием нескольких ядерных ракет. В небо поднялось столько вулканического пепла, пыли и песка, что на протяжении 10 лет никто не видел солнца. Началась самая настоящая вулканическая зима. Температура воздуха не поднималась выше 0 градусов по Цельсию очень долгие годы. За время зимы общая температура планеты опустилась примерно на 5 градусов по Цельсию. Казалось, будто вот-вот начнется ледниковый период. Естественно, столь ужасная катастрофа не могла не повлиять на флору и фауну. Почти все живые организмы в Европе и Азии погибли, а генетики и вовсе полагают, что в те года человечество было на грани вымирания. Лишь жители Африки были более-менее в безопасности, но даже это им не помогло. По данным ученых, тогда выжило всего где-то 2000 особей. На это указывают различные генетические исследования, и этот факт меня просто поражает, ведь все мы потомки тех самых счастливчиков, которые смогли пережить буквально конец света, так что на самом деле все мы далекие братья и сестры. Страшно представить, сколько видов животных тогда было полностью уничтожено. Кстати, в современной истории человечества тоже были ужасные погодные коллапсы. Например, специально для тебя я нашел информацию, что в 1816 году произошло нечто страшное. Тогда на протяжении целого года не таял снег и лед. Это был настоящий сценарий малого ледникового периода. И причиной тому, опять же, вулкан. И самое удивительное, что он снова располагался на территории Индонезии. Правда, название у него отличалось. На этот раз климатическая катастрофа случилась в результате извержения вулкана Тамбора. Он был уже не настолько мощным, как Тоба, но даже так пепла хватило, чтобы устроить в Евразии настоящую зиму. А причина была все та же – вулканический пепел. Он попросту загородил все небо, из-за чего солнечный свет не мог попадать на Землю. Очевидцы описывали, что даже летом мог идти снег, а погода была примерно такая же, как и поздней осенью. Почти все время шли непрекращающиеся дожди, а снег и лед попросту не таяли. Естественно, это привело к уничтожению всего урожая. Тогда в Азии и Европе начался ужасный голод. В результате этого погибли тысячи и десятки тысяч людей. Но самое страшное ждало всех дальше. По непонятной причине, именно тогда по всему миру началась распространяться особо опасная болезнь – холера. Ранее она была известна лишь в Индии, но теперь она мутировала и стала чрезвычайно заразной. В результате этого в мире не осталось ни одной страны, которая бы не пострадала от этой холеры. Всего было 7 эпидемий этой болезни, в результате чего в сумме погибли миллионы людей. И кто знает, может быть, все эти события были как-то связаны. Если у тебя есть свои идеи, то ты всегда можешь ими поделиться в комментариях. Конечно, все эти происшествия ужасны, но лично меня пугают больше всего исторические факты, которые связаны с людьми.
Ты точно слышал об ужасах, которые творятся на войне. О том, как погибают солдаты и мирные люди, как голодают дети. Но мало кто знает, что в преддверии самой ужасной трагедии человечества – Второй мировой войны, японские военные совершили одно из самых вопиющих военных преступлений. В 1937 году японские войска вошли в китайский город Нанкин. Местные жители не придавали особого значения этому происшествию. Почти все думали, что обычное гражданское население, которое не оказывало никакого сопротивления, окажется в безопасности. Но были и те, кто очень переживал за нападение и бежали. И тем, кто все-таки ушел из своих домов, очень крупно повезло. После того, как японские войска все-таки захватили город, они принялись творить настоящие зверства. И самыми гуманными из них казались массовые расстрелы мирного населения. Например, все девушки подвергались изнасилованию. Минимум 20 тысяч китайских женщин пострадали от этих ужасов, и это лишь взрослое население страны. То, сколько детей подверглось изнасилованиям, не сообщается. Японцы также соревновались, кто из них сможет зарезать 100 человек быстрее всех. В результате этой резни погибли десятки тысяч людей в самых страшных муках. К слову, именно из-за этих споров все происшествия и прозвали Нанкинской резнёй. Кроме ужасных убийств и изнасилований, военные совершали и более страшные поступки. Например, японцы буквально охотились на беременных женщин. Для них это была всего лишь игра. Они протыкали штыками животы этих несчастных девушек. Стоит ли говорить, в каких муках погибали обычные люди? Всего в результате Нанкинской резни погибло несколько сотен тысяч мирных жителей. При этом все эти люди не оказывали никакого сопротивления. Это настоящее военное преступление, которое стало одним из самых громких и самых масштабных. В этом видео я рассказал тебе о самых ужасных исторических событиях и фактах, которые только происходили на Земле. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, если оно было интересным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!